В сердце Амазонки, где природа не перестает удивлять своим разнообразием, была обнаружена бабочка, способная изменить наше понимание о времени и жизни в мире насекомых. Этот вид, пока еще неизвестный науке, скрывает в себе загадку, окутанную коконом тайн. Все, что мы знаем о ней, это то, что она живет намного дольше своих собратьев. Ученые, изучающие этот феномен, называют ее вечной. И это название не случайно. Ее жизненный цикл озадачил многих энтомологов, ведь эта бабочка проводит большую часть своего времени в состоянии, подобном криогенной заморозке. Представьте себе существо, которое, как кажется, побеждает законы природы и времени. Оно способно почти полностью остановить свои жизненные процессы, чтобы потом в один момент ожить и вновь вплести свою судьбу в узор амазонских джунглей. Самка этой бабочки просыпается лишь на несколько дней, чтобы отложить яйца, но в этом коротком периоде она демонстрирует невероятную активность и целеустремленность. Но что происходит в это время внутри кокона? Как ей удается сохранять жизненные функции в столь замедленном состоянии? Эти вопросы уже вызывают множество споров и исследований. За пределами кокона скрывается мир, полный загадок, поэтому вскользь задаешься вопросом, что же еще может быть сокрыто в тени джунглей? Ученые, получившие первую возможность наблюдать за этим насекомым, оказались в тупике, ведь такого они еще не встречали. Мы на пороге великого открытия, и кто знает, какие секреты откроет нам эта бабочка. Она живет дольше, чем любая другая бабочка на планете, и теперь остается лишь узнать, как она совершает этот подвиг. В следующей главе мы откроем завесу тайны, узнаем, как бабочка обманывает время и что именно позволяет ей оставаться вечной. Криосон или метаморфоз, как бабочка обманывает время. Погружение в тайны амазонской бабочки приводит к вопросу, как ей удается обмануть время. Бабочка проводит большую часть своей жизни в коконе в состоянии, напоминающем криогенную заморозку. В этом состоянии она не только замедляет свои жизненные функции, но и буквально замораживает себя, ограничивая большинство внутренних процессов. Это явление вызывает у большинства ученых недоумение, ведь большинство насекомых следует строго определенному жизненному циклу, но эта бабочка словно вызов природе. Внутри кокона происходит почти мистическая метаморфоза. Она не только защищает бабочку от внешних угроз, но и создает своеобразную временную капсулу. Современные методы исследования, такие как микроскопия и биохимический анализ, уже дают нам понимание, что именно происходит внутри. Секрет может скрываться в химическом составе кокона, который, возможно, содержит уникальные вещества, позволяющие сохранять жизнь даже в условиях замораживания. Эта длинная спячка позволяет бабочке жить значительно дольше ее сородичей, которые не обладают такими способностями. Настоящий прорыв пришел, когда микробиологи обнаружили, что внутри кокона другая экосистема, в которой бактерии и грибы поддерживают определенный баланс, возможно, играя роль в сохранении жизнеспособности. Понимание этого позволяет ученым более глубоко исследовать, как именно бабочка адаптируется к таким условиям. Возникает вопрос, где граница между естественной метаморфозой и криосном? Эта граница тонка, и именно в ней, возможно, скрыт ответ на то, как природа создала существа, способные обманывать время. Но пока бабочка продолжает жить своей таинственной жизнью, она дает ученым шанс разгадать одну из самых удивительных загадок природы, что, возможно, откроет пути к новым открытиям в науке о долголетии. В сердце джунглей. Рождение уникального существа. В самом сердце амазонских джунглей, скрытое от посторонних глаз, происходит рождение уникального существа. Эта бабочка, открытая криптоэнтомологами, появляется на свет в таких условиях, где едва удается выживать. В густых зарослях, пропитанных влажностью и таинственностью, бабочка начинает свой жизненный цикл, который отличается от обычного сценария. Все начинается с крошечных яиц, которые самка откладывает на листьях деревьев. Это место становится колыбелью для будущих долгожителей. Поначалу гусеница ничем не отличается от своих сородичей. Она питается листьями, набирая силы для следующего этапа. Но затем происходит нечто необычное. Когда приходит время окукливаться, вместо обычного превращения гусеницы в бабочку, начинается удивительный процесс. Кокон, в который она прячется, уникален своим составом. Он наполнен ферментами и микроорганизмами, которые обеспечивают долгосрочное сохранение жизненных процессов в состоянии покоя. Глубокая тишина джунглей, прерываемая лишь звуками дикой природы, становится идеальной сценой для этой метаморфозы. Внутри кокона начинается волшебство. Обмен веществ замедляется до минимума, создавая иллюзию остановленного времени. Эти процессы требуют не только высокой устойчивости, но и уникальных генетических адаптаций, которые помогают выживать в экстремальных условиях. Обнаружение этой бабочки было неожиданностью для исследователей, ведь до сих пор ничего подобного в природе не встречалось. Наблюдая за ее развитием, ученые в первый раз получили шанс заглянуть в закулисье этого удивительного явления. С каждым днем бабочка медленно готовится к выходу в мир, поддерживая баланс между жизнью и стагнацией.
стагнацией. Этот процесс, наполненный тайной, становится отправной точкой для просмотра того, как природа способна создавать удивительных существ, живущих дольше, чем обычные представители их вида. Что происходит в этом изолированном мире, где время, кажется, остановлено, только начинает открываться ученым? Впереди у нас еще много открытий, которые могут изменить наше понимание о времени и жизни не только у насекомых, но и у людей. В следующей части мы приблизимся к пониманию, как именно эта бабочка способна пережить такое сложное путешествие сквозь время и пространство. Древние секреты. Как природа создала долгожителя. Изучение этих удивительных существ заставляет нас обратиться к истории природы, чтобы понять, как древний механизм смог создать такого долгожителя. Ответы, возможно, кроются в скрытых уголках эволюции, где время и адаптация сплетаются в бесконечный танец. Эволюционные исследования показывают, что у этой бабочки, возможно, сохранились древние гены, поддерживающие замедленный метаболизм и долгосрочную выживаемость. В отличие от других видов, где скорость– основное преимущество, эта бабочка достигла другого уровня выживания, взяв на вооружение саму концепцию времени. Ученые обнаружили, что структура ее куколки содержит микроскопические слои, напоминающие кольца дерева, которые защищают ее от перегрева и переохлаждения, создавая идеальную температурную среду. Это стало возможным благодаря синергии с местной флорой и фауной, что позволило ей выработать невероятные механизмы выживания. Наблюдения показали, что эта бабочка обладает мощной регенеративной способностью, что позволяет ее клеткам быстрее восстанавливаться после повреждений. Это, в свою очередь, увеличивает ее продолжительность жизни, давая ей возможность пережить не одно поколение своих сородичей. Ученые предполагают, что в этом процессе задействованы специальные белки, чья активность помогает поддерживать стабильные жизненные процессы в течение длительных периодов спячки. С каждым шагом исследователи погружаются все глубже в богатую историю природы, обнаруживая гены, которые могли сохраниться с древнейших эпох. Эти генетические маркеры раскрывают, как природа с течением времени адаптировалась и создавала таких уникальных существ. Этот долгий путь выживания, возможно, раскрывает не только тайны бабочки, но и ключи к пониманию долголетия в более широком биологическом контексте. Впереди нас ждет еще больше интригующих открытий, которые смогут не только разгадать секреты этой удивительной бабочки, но и преобразить наше собственное понимание времени и жизни. Гонки со временем. Короткие полеты длинной жизни, появление бабочки из кокона– это не просто акт детства и взросления, а настоящая гонка со временем. Когда бабочка покидает свою защитную оболочку, ее жизнь измеряется буквально в днях. В этот короткий период она должна успеть сделать все, что другие насекомые совершают за более длительное время. Ее полет изумляет не только красотой, но и скоростью, с которой она достигает своих целей. За несколько дней бабочка успевает не только найти себе пару, но и отложить яйца в самых надежных местах джунглей. Ее задача– обеспечить выживание следующего поколения, и она выполняет ее с невероятной быстротой и точностью. Удивительно, что все это превращение происходит в такой сжатый срок. Эта сущность времени приобретает новый смысл и значение, когда бабочка должна проявить всю свою жизненную энергию в столь короткий период. Все ее действия от полета до откладывания яиц тщательно продуманы и оптимизированы природой. Это не просто выживание, а стратегия, которая позволяет виду продолжать существовать. Но как ей удается быть такой продуктивной за столь короткое время? Исследования показали, что бабочка обладает уникальной способностью восстанавливать энергию благодаря особым биохимическим процессам, которые активируются в момент ее пробуждения из кокона. Эти процессы напоминают запуск мощного двигателя, который в одно мгновение готов к работе на полную мощность. Все это делает ее жизнь чрезвычайно интенсивной, но также короткой. Однако, именно такая стратегия и позволяет бабочке жить дольше своих собратьев в целом, ведь большая часть ее жизни проходит в состоянии восстановления и подготовки. Этот удивительный механизм– еще одно доказательство того, как природа способна находить решения для выживания в самых суровых условиях. Глядя на эту бабочку, можно задуматься о том, как время может быть воспринято иначе и какие возможности оно открывает перед нами. Впереди нас ждет больше открытий, которые могут перевернуть наше представление о времени и о том, как мы можем его использовать. Научный прорыв. Как энтомологи нашли ответ в природе. Научный прорыв стал возможен благодаря появлению нового поколения энтомологов, которые решили взглянуть на бабочку не как на простую загадку, а как на возможность раскрыть тайны природных механизмов. Для этого они применяли высокотехнологичные методы наблюдения, которые позволили заглянуть внутрь кокона и получить представление о происходящих там процессах. Используя инновационные технологии, такие как биолазеры и микроскопы с высоким разрешением, они наблюдали за невероятной трансформацией, которая происходила внутри. Оказалось, что уникальные ферменты
ферменты, выделяемые оболочкой кокона, создают идеальную среду, позволяющую клеткам бабочки длительное время оставаться в состоянии покоя. Кроме того, ученые обнаружили, что бабочка использует биохимические соединения, напоминающие антифриз, которые защищают ее от повреждений при низких температурах. Это открытие изменило представление о возможностях адаптации организмов, демонстрируя, насколько далеко природа может зайти в поисках выживания. Но самое поразительное заключалось в том, насколько бабочка оказалась тесно связана с окружением. Симбиоз с местными видами грибков обеспечивал поддержку жизненно важных процессов и постепенно раскрывал механизм выживания. Еще одно ключевое открытие связано со стратегией размножения бабочки. Оказалось, что она обладает способностью синхронизировать свои жизненные циклы с климатическими изменениями, что позволяет ей выживать в условиях, которые уничтожили бы другие виды. Эта способность адаптироваться с учетом изменений в окружающей среде привела к более глубокому пониманию того, как природа регулирует процессы на генетическом уровне. Совокупность всех этих открытий стала настоящим прорывом, который открыл дорогу для новых исследований в области биологии и генетики. Найденные энтомологами ответы дали надежду, что наши знания о времени и жизни могут быть значительно расширены. Эти исследования могут привести к разработке новых биологических технологий, которые изменят наши представления о продолжительности жизни и адаптации к условиям окружающей среды. Впереди еще много неизвестного, но одно ясно. Бабочка из амазонских джунглей подарила нам возможность заглянуть в мир, где время и жизнь обретают совершенно новые формы. Жизнь в коконе. Что происходит в тени джунглей? В темноте амазонских джунглей, где даже дневной свет с трудом пробивается сквозь плотную листву, внутри таинственного кокона происходит настоящее чудо. Жизнь этой необычной бабочки заключается в продолжительном состоянии покоя, которое напоминает криогенный сон. Внутри кокона, словно в запечатанной лаборатории, развиваются процессы, которые современная наука только начинает постигать. Мгновения замедляются, дыхание стихает, а метаболизм снижается до едва ощутимого уровня. Здесь, в тени джунглей, бабочка пребывает в состоянии глубокого покоя, которое дает ей возможность прожить значительно дольше своих собратьев. Кокон, который служит этой бабочке как барьер между внешним миром и ее временной капсулой, сделан из удивительных материалов. Эти материалы обеспечивают защиту и, возможно, содержат уникальные химические вещества, которые, как предполагают ученые, способны поддерживать жизнеспособность в условиях, когда внешние факторы могли бы стать губительными для других организмов. Источники света и звука едва проникают в этот барьер, создавая идеальные условия для замедленных процессов, в которых только иногда включаются активные фазы жизненного цикла. Бабочка, пребывая в этом состоянии большую часть жизни, напоминает ожившее древо, чьи ветви и листья кажутся неподвижными, хотя внутри непрерывно движется поток жизни. Выходя из кокона, она словно пробуждается с новым запасом сил, готовая к своему краткому, но насыщенному жизненному этапу. Такое своеобразное слияние природы и времени заставляет ученых догадываться, возможно, те же принципы можно применить и в других биологических системах. Именно внутри этого кокона, в этих таинственных джунглях, бабочка создает свою вечную жизнь, вобрав в себя нечто большее, чем просто набор биологических процессов. Глядя на это невероятное создание, ученые осознают, что впереди их ждут открытия, которые могут изменить не только наше понимание энтомологии, но и пролить свет на принципы долговечности в более широком контексте. В заключении, эта уникальная бабочка дает нам возможность заглянуть в неизведанный мир, где время, жизнь и природа сплетаются в один удивительный узор. Биология бессмертия. Ключи к долголетию в мире насекомых. Понимание биологии бессмертия в мире насекомых открывает новые горизонты в изучении бабочки, которая удивляет своей способностью к долголетию. Ученые долго пытались разгадать секрет этой бабочки, полагая, что разгадка кроется в ее генетическом коде. Обнаруженные в ее ДНК уникальные гены указывают на возможность замедления метаболизма, что позволяет ей длительное время находиться в состоянии покоя без ущерба жизни. Эти гены, как предполагается, являются наследием древних предков, которые научились выживать в экстремальных условиях. Другой важный аспект – это регенерация. Бабочка обладает невероятной способностью восстанавливать поврежденные ткани, что не только продлевает ее жизнь, но и повышает шансы на выживание в агрессивной среде. Исследования показывают, что в ее организме присутствуют особые белки, которые активируются в ответ на стресс и помогают клеткам восстанавливаться. Кроме того, бабочка использует своеобразную биохимическую стратегию, которая включает особые ферменты, снижающие скорость старения клеток. Эти ферменты защищают клетки от повреждений, связанных с окислительными процессами, что позволяет бабочке сохранять свою жизненную энергию
питанию на протяжении длительного времени. Роль микробиомы также весьма значительна. Бактерии, живущие в симбиозе с бабочкой, помогают ей перерабатывать питательные вещества и защищают от вредных микроорганизмов. Эти открытия дали ученым подсказку о том, как природа может регулировать продолжительность жизни при помощи сложных биохимических сетей и генетических адаптаций. Изучение этих процессов может дать ключи к пониманию долголетия не только в мире насекомых, но и предоставить новые подходы к изучению старения у других организмов, включая человека. Бабочка из амазонских джунглей преподала очередной урок, напоминающий нам о том, что природа уже давно нашла решение тех проблем, с которыми современная наука только начинает разбираться. От джунглей к лабораториям. Что мы можем применить из открытий? Изучение этой невероятной бабочки, обнаруженной в глубинах амазонских джунглей, открыло нам дверь в новое направление биологических исследований, которое может изменить научный подход к вопросам долголетия и адаптации. Ученые уже активно внедряют знания, полученные от этой бабочки, в лабораторных условиях, стремясь использовать ее уникальные способности для других видов. Биологи начали выращивать гусениц в контролируемой среде, чтобы понять, как их естественный кокон воздействует на процессы метаболизма и замедления старения. Эти исследования уже позволяют сделать первые шаги в разработке новых биотехнологий. Одним из направлений стало изучение ферментов, которые могут применяться в медицине для замедления старения клеток или ускоренного восстановления тканей. Это может привести к созданию лекарств для людей, страдающих от хронических заболеваний, связанных с клеточным старением. Также ученые заинтересованы в изучении биохимии кокона, чтобы разработать материалы с аналогичными защитными свойствами, которые можно было бы использовать в различных отраслях, от медицины до космоса. Другим интересным аспектом является симбиотическая связь бабочки с окружающей средой. Микробиологи уже ищут способы создания искусственных микробиомов, которые могли бы поддерживать здоровье человека, используя принципы, обнаруженные в коконе этой бабочки. Эти эксперименты могут привести к появлению пробиотиков, которые помогут людям поддерживать иммунитет. Периодические короткие пробуждения бабочки, сопровождаемые высокой активностью, также стали объектом исследований. Ученые стремятся понять, как подобные циклы активности и покоя можно было бы использовать для улучшения продуктивности и восстановления человека. Первые результаты этих экспериментов вдохновляют, показывая, как взаимодействие с природными механизмами может предложить нам новаторские решения. Все эти усилия по адаптации открытий, сделанных в джунглях Амазонки, свидетельствуют о том, что природа может стать источником вдохновения для будущих технологических и медицинских достижений. Вечная жизнь. Уроки, которые природа дает человеку. Уроки, которые мы можем извлечь из этой удивительной бабочки, не ограничиваются только миром энтомологии. Это открытие подчеркивает, что природа уже давно нашла решение задач, которые только сегодня перед нами ставит наука. Бабочка с ее уникальной способностью продлевать свою жизнь через длительный период покоя продемонстрировала, насколько мощными могут быть природные механизмы. Ученые начали находить параллели между ее жизнью и потенциальными методами улучшения человеческой жизни. Одним из наиболее интригующих аспектов является идея адаптировать процессы, наблюдаемые в бабочке, для медицинских нужд. Представьте себе, что концепция метаболического замедления может быть применена для создания новых подходов к лечению возрастных заболеваний или даже при остановке или замедлении процессов старения. Исследователи уже видят возможности разработки препаратов, которые помогут минимизировать клеточный стресс или ускорить регенерацию тканей, что в дальнейшем может существенно повлиять на продолжительность и качество жизни человека. Другой потенциал применения заключается в создании защитных материалов, вдохновленных структурой кокона. Эти материалы могли бы использоваться для защиты от экстремальных условий, будь то в космосе или на Земле. Такая защита может потенциально спасти жизни в экстремальных ситуациях или продлить срок службы техники в агрессивных средах. Нельзя не упомянуть и о возможности использования открытий в области микробиома. Синергия бабочки с микробами в ее коконе предлагает идеи для новых подходов к поддержанию человеческого здоровья. Мы уже видим возможность создания пробиотиков и других средств, которые могли бы революционизировать иммунную защиту. Так, в этой амазонской бабочке мы нашли источник вдохновения, который может изменить многие аспекты нашей жизни, от медицины до материаловедения. Ее история напоминает нам, что природа — это не только окружающий нас мир, но и безграничный источник знаний и инноваций, готовый раскрыть свои тайны тем, кто готов слушать.